Шестимесячный парализованный малыш уснул, а то, что сделал щенок, потрясет вас до глубины души. Настоящее чудо. Это была тихая ночь в доме, такие, к которым Клэр и Дэниел уже привыкли. Слабый свет ночника освещал детскую, где в кроватке лежал шестимесячный Лиам. Его маленькое тело было неподвижным, ножки не двигались. Он был парализован уже несколько месяцев, и, несмотря на бесконечные визиты к врачам и специалистам, лечение не находилось. Но впереди было нечто невероятное, чего никто не мог предсказать. Пока Лем засыпал, их щенок Макс сделал то, что заставило всех расплакаться и навсегда изменило их жизнь. За дверью детской Клэр сидела на диване в гостиной, сжимая в руках одеяло, в которое когда-то заворачивала своего здорового бодрого малыша. По ее щекам текли тихие слезы, пока она смотрела на Дэниела, который сидел рядом, задумчиво уставившись в пол. «Дэниел», — прошептала она, голос дрожал. «Я не знаю, сколько еще смогу это выдержать. Я молюсь каждую ночь, чтобы хоть что-то изменилось». Но ее голос затих, утонув в отчаянии. Дэниел взглянул на нее. Его лицо было уставшим и измученным. «Я знаю», — мягко ответил он. «Я чувствую то же самое. Но мы должны продолжать надеяться. Ради Лиама». Их слова повисли в воздухе, наполненные сомнением. В углу комнаты золотистый ретривер Макс внимательно наблюдал за ними. Он мягко вилял хвостом. Его яркие глаза перебегали от скорбящих родителей к двери детской. Макс всегда тянулся к Лиаму, проводя часы у его кроватки, как будто понимал, что малыш нуждается в нем. Но в ту ночь все было иначе. Макс выглядел беспокойным, то и дело ходил возле кроватки Лиама, а потом свернулся клубочком рядом с ней. Клэр заметила его поведение, но не придала этому большого значения. «По крайней мере, Макс приносит Лиаму какое-то утешение», — пробормотала она. «Кажется, он любит его так, как мы даже объяснить не можем». Но никто не знал, что Макс был не просто источником утешения. Он собирался сделать нечто такое невероятное, такое чудесное, что все останутся в изумлении. Это была не просто история о борьбе семьи. Это было начало момента, который вернет им надежду и напомнит, что чудеса случаются в самых неожиданных формах. Лиам был когда-то здоровым, жизнерадостным малышом, который приносил радость своим родителям, Клэр и Дэниелу. С самого рождения его большие глаза светились любопытством, а крошечные ручки крепко сжимали их пальцы. Но все изменилось, когда ему исполнилось 3 месяца. Однажды утром Клэр заметила что-то необычное. Лиам перестал шевелить ножками, как раньше. Его маленькое тело было необычно неподвижным. Сначала она попыталась отмахнуться. Возможно, он просто устал или у него был неудачный день. Но дни шли, а Лиам не показывал признаков улучшения. Наоборот, он становился слабее. Беспокойство превратилось в панику, и пара поспешила в больницу. После серии обследований врачи сообщили страшную новость. У Лиама редкая форма паралича, и нет ясной причины или лечения. Его прогноз был неопределенным, и будущее казалось безнадежным. Состояние Лиама повергло его родителей в отчаяние. Каждый день они надеялись и молились о чуде, но с каждым днем реальность их положения становилась все очевиднее. Радость, которая когда-то наполняла их дом, теперь казалась далекой памятью. Они пытались быть сильными ради Лиама, но бремя их беспомощности часто становилось невыносимым. Клэр и Дэниел полностью погрузились в борьбу с болезнью сына. Их дни были заполнены визитами к врачам, сеансами терапии и бесконечными поисками лечения, которое могло бы помочь. Но без какого-либо прогресса их надежда начала угасать. Эмоциональная нагрузка была огромной. Клэр не могла вспомнить, когда в последний раз чувствовала себя по-настоящему спокойно. Но в глубине души оба боялись худшего. И тогда, в разгар всей этой тьмы, произошло неожиданное.
Сестра Клэр, видя, как они страдают, решила сделать им сюрприз и подарила маленького щенка, золотистого ретривера. Его звали Макс. Сначала щенок казался просто маленьким отвлечением от их боли. Клэр сомневалась, что собака сможет хоть как-то повлиять на их ситуацию, но была готова попробовать все, что могло бы принести хотя бы немного утешения. С самого момента появления Макса в доме что-то изменилось. Он был полон энергии, постоянно вилял хвостом, но, казалось, понимал всю серьезность ситуации. Макс сразу привязался к Лиаму. Каждый день он тихо сидел рядом с кроваткой, опираясь головой на перекладины, словно оберегая малыша. Иногда Макс нежно касался Лиамовой руки или сворачивался рядом, даря утешение так, как это может только щенок. Хотя боль семьи оставалась, Макс приносил небольшие моменты радости и спокойствия, которых Клэр и Дэниел не ощущали уже несколько месяцев. И хотя они не могли это объяснить, оба чувствовали, что присутствие Макса было чем-то особенным, чем-то, что помогало им держаться еще немного. Сначала Клэр и Дэниел думали, что это просто временное явление, инстинкт щенка находиться рядом с кем-то новым в доме. Но с течением времени, когда дни превращались в недели, этот образец поведения стал очевидным. Макс был не просто любопытен по отношению к Лиаму. Казалось, его что-то притягивало к малышу, словно он знал, что Лиам нуждается в нем. Бывали моменты, когда Макс мягко касался перекладин кроватки носом, будто пытаясь нежно разбудить Лиама или утешить его, когда ребенок становился беспокойным. Его мягкое, ритмичное дыхание контрастировало с неподвижностью Лиама, становясь маленьким напоминанием о жизни в комнате, которая казалась слишком тихой. Еще более удивительным было то, как Макс, казалось, чувствовал, когда Клэр или Дэниел были расстроены. Если у них выдавался особенно тяжелый день, Макс подходил к ним, прижимался головой к их ногам, словно предлагая безмолвное утешение. Его глаза, глубокие и наполненные пониманием, говорили все то, что нельзя было выразить словами. Для Клэр и Дэниела Макс был не просто щенком, он стал их спасением. Со временем связь Макса с Лиамом становилась только крепче. Он стал чем-то большим, чем просто домашним питомцем. Он стал постоянным спутником в жизни малыша. Каждую ночь, когда дом погружался в тишину, Макс устраивался рядом с кроваткой Лиама, оставаясь начеку. Маленький щенок лежал неподвижно. Его уши настороженно улавливали любые признаки беспокойства со стороны Лиама. Хотя Лиам не мог двигаться, их связь была неоспоримой. В особенно тяжелые дни, когда Лиам показывал признаки дискомфорта или плакал во сне, Макс тихо подходил к кроватке. Его маленькие лапы мягко касались края. Он никогда не издавал ни звука, только тихо присутствовал рядом. Его близость, казалось, успокаивала ребенка, даря ему чувство безопасности, которое не мог дать никто другой. Клэр и Дэниел часто слышали о особой связи между животными и детьми, но никогда по-настоящему не понимали это, пока не увидели Макса и Лиама вместе. Это была не просто связь, это было что-то более глубокое. Макс не просто составлял компанию Лиаму, он оберегал его, охраняя так, как никто другой не мог. Любовь Макса была тихой, но мощной, и хотя щенок не мог сказать ни слова, его действия говорили больше, чем можно было выразить словами. Это была любовь, которая не нуждалась в объяснениях, и она дарила Клэр и Дэниелу чувство покоя, которого у них не было уже много месяцев. Но они даже не догадывались, что этот молчаливый страж вскоре станет частью чуда, которое оставит их без слов. Это была ночь, похожая на многие другие, тихая, неподвижная и наполненная грузом невысказанных страхов. Щенок был тихим, но незыблемым символом надежды в море неопределенности. Но сегодня в нем было что-то другое. Когда Клэр вытирала слезу, она заметила Макса. Щенок метался по комнате. Его обычно спокойное поведение сменилось беспокойством. Он подходил к двери, потом возвращался к кроватке Лиама снова и снова. Это странное поведение казалось неуместным, но Клэр сначала не придала этому значения.
«Макс, что ты делаешь?» Мягко спросила она, но щенок не реагировал. Вместо этого он выглядел еще более сосредоточенным, как будто пытался что-то сказать. Дэниел тоже заметил это. Он ведет себя странно сегодня. Ты когда-нибудь видела его таким? Клэр покачала головой. Нет, похоже, он пытается нам что-то сказать. Но что именно? С каждой минутой действия Макса становились все более настойчивыми. Он перемещался из одного конца комнаты в другой, не отводя глаз от кроватки Ляма. Затем неожиданно он рванул к двери детской и начал царапать ее лапами. Его тихие скуления эхом разносились по дому. Клэр поднялась и подошла к двери, не зная, что думать о поведении Макса. «Макс, что случилось?» – пробормотала она, мягко поглаживая его. Но щенок не успокаивался. Вместо этого он продолжал царапать дверь. Его тело дрожало от напряжения. Сделав глубокий вдох, Клэр открыла дверь, но Макс не двинулся с места. Он просто стоял там, пристально глядя на кроватку Лиама. Казалось, щенок чего-то ждал знака. Сердце Клэр бешено заколотилось, смесь замешательства и ожидания захватила ее. Неужели Макс что-то знает, чего она не знает? Она снова повернулась к Лиаму. Его маленькое тело лежало неподвижно, а лицо было умиротворенным во сне. На мгновение все словно застыло во времени. Но затем, без предупреждения, Макс сделал то, чего никто не ожидал. Он подошел к кроватке Лиама, мягко толкнул прутья носом. Сначала Клэр подумала, что щенок просто пытается привлечь внимание малыша. Но затем Макс сделал нечто большее. Он свернулся калачиком к кроватке, его голова легла рядом с прутьями, как будто он охранял ребенка. То, что произошло дальше, изменило все. Комната снова наполнилась тишиной. Казалось, время остановилось, пока Клэр и Дэниел смотрели, не зная, чего ожидать. И тогда случилось чудо. Когда Макс лежал у кроватки Лиама, произошло нечто поразительное. Маленькая ручка Лиама, которая не двигалась уже несколько месяцев, начала дрожать. Медленно, почти незаметно его пальцы сдвинулись. Дыхание Клэр замерло. «Дэниел, посмотри!» – прошептала она. Ее голос дрожал от неверия. На мгновение все вокруг перестало быть важным. Лем снова пошевелил пальцами, а затем вся его рука поднялась чуть-чуть от кроватки. Присутствие Макса, казалось, влияло на него. Каждый мягкий толчок носа щенка, каждое движение его головы словно вызывали отклик в теле Лиама. И затем, словно весь груз их страхов и сомнений спал, ножки Лиама дернулись. Это было небольшое, но чудесное движение, о котором Клэр и Дэниел молились. Это было едва заметно, но это было реальным. Это был знак, проблеск надежды, в который они уже давно не осмеливались верить. Глаза Клэр наполнились слезами, когда она подошла ближе к кроватке. Ее руки дрожали, пока она протягивала их к сыну. «Он двигается», – прошептала она с благоговением. Ее голос был почти не слышен. Дэниел стоял рядом, также потрясенный, положив руку ей на плечо. Макс, чувствуя перемены, тихо тявкнул и замахал хвостом. Он посмотрел на Клэр, затем на Лиама, словно говоря: «Я знал. Я же говорил вам». Это был момент чистой, необъяснимой магии, момент, когда все снова стало возможным. Простое присутствие щенка, его неизменная любовь зажгли что-то глубоко внутри Лиама. И в этот миг невозможное стало возможным. Чудо происходило прямо у них на глазах, и их жизнь уже никогда не будет прежней. В последующие дни после этого чудо-прогресс Лиама был поразительным. То, что раньше казалось невозможным, движения, которые были всего лишь мечтами, начало становиться реальностью. Сначала это были едва заметные изменения, подрагивание пальцев, легкое движение стопы. Но вскоре, с каждым днем, эти маленькие движения становились все более выраженными. Руки Лиама, которые прежде были неподвижными, начали тянуться в воздух,
Его пальцы обхватывали любимое мягкое одеяло с силой, которую Клэр и Дэниел уже не надеялись увидеть. Каждое новое движение было победой, и с каждым маленьким улучшением их сердца наполнялись надеждой. Присутствие Макса продолжало быть источником поддержки. В моменты, когда Лэм показывал признаки разочарования или усталости, Макс был рядом, тихо сидел рядом, даря утешение, которое мог дать только верный пес. Клэр не могла перестать восхищаться тем, как тело Лиама, казалось, откликалось на нежное присутствие Макса. Будто любовь щенка была источником исцеления, которое невозможно объяснить. Постепенное восстановление малыша стало путешествием из маленьких чудес. Каждое движение, каждый жест, каждый новый день напоминал им о том, что надежда есть, даже в самые темные времена. Физиотерапевты Лиама были поражены его прогрессом. То, что считалось долгосрочным или даже необратимым состоянием, теперь подавало признаки улучшения. Такого, чего они не ожидали увидеть в течение месяцев, если не лет. Но с каждым шагом вперед, с каждым дюймом, прогресс сочувствия, безнадежности начинало исчезать. Когда-то они проводили ночи у кровати Лиама, с тяжестью в сердцах, полных страха и неопределенности. Теперь же их ночи были наполнены радостью от наблюдения за движениями их сына, звуками его детского смеха и ощущением, что свет снова вернулся в их дом. Когда-то мрачный и тихий дом превратился в место радости и надежды, где каждый день приносил что-то новое и чудесное. Макс также сыграл огромную роль в их возрожденной надежде. В самом начале трудно было поверить, что щенок мог вызвать такие перемены. Но теперь Клэр и Дэниел не могли представить свою жизнь без него. Макс стал светом в их самые темные часы, молчаливым стражем, который вернул Лиама к жизни так, как наука не могла объяснить. Когда Макс ночью лежал рядом с кроваткой Лиама, как всегда наблюдая за ним, Клэр и Дэниел понимали, что этот щенок спас не только их сына, он спас их самих. Он напомнил им, что надежда есть всегда, даже когда кажется, что все потеряно. Он дал им силы поверить в будущее, которое они считали утраченным. Связь между Максом и Лиамом становилась крепче с каждым днем. То, что началось как тихая, почти необъяснимая связь, превратилось во что-то глубокое, что-то более значимое. Макс был для Лиама не просто домашним питомцем, он был его защитником, лучшим другом, настоящим чудотворцем. Казалось, что Макс понимал всю важность происходящего. Каждый раз, когда Лиам делал хоть малейшие движения, Макс радостно вилял хвостом, будто празднуя каждую победу. Щенок нежно толкал носом руку Лиама, как будто напоминая ему, что он не один на этом пути. Когда Лиам начал самостоятельно сидеть и держать голову прямо, Макс всегда находился рядом, словно подбадривая его и предлагая свою поддержку. Никогда не отходя далеко, он был готов прийти на помощь в любую минуту. А когда Лиам смеялся, Макс радостно лаял, подпрыгивая вверх-вниз, как будто присоединяясь к веселью. Любому, кто видел их вместе, было ясно, что это не просто двое существ, делящих одно пространство. Это две души, связанные нерушимой связью. Связью, которая выходила за пределы слов и объяснений. Для Клэр и Дэниела наблюдение за этой связью ежедневно напоминало им, как далеко они зашли. Эта связь была построена на доверии, любви и непоколебимой вере, связью, которая вернула их сына из бездны отчаяния. Глядя на Макса и Ляма, сидящих рядом, они знали, что независимо от того, что ждет их в будущем, они нашли что-то по-настоящему особенное, что-то чудесное. Щенок, малыш и родители. Семья, объединенная не только кровными узами, но и невероятной, меняющей жизни, силой любви. Когда Клэр и Дэниел сидели вместе на диване, наблюдая, как Лиам играет с Максом, их сердца были полны благодарности и восхищения. Путь, который они прошли, болезненный, наполненный неопределенностью и разбивающими сердце моментами, в конце концов привел их к месту, о котором они даже не могли мечтать. Это было место радости,
надежды и, самое главное, любви. «У нас нет всех ответов», — тихо сказала Клэр, глядя на Лиама и Макса. «Но мы точно знаем одно — любовь сильна. Она сильнее любого диагноза, любого страха, любого препятствия». Она вытерла слезу, ее голос дрожал от эмоций. «Макс дал нам то, что мы думали, что потеряли — надежду. И эта надежда превратилась в чудо». Дэниел кивнул. Его глаза блестели. «Мы поняли, что никогда нельзя сдаваться, как бы невозможно это ни казалось. Нужно держаться за надежду и верить в любовь вокруг. А иногда, когда меньше всего этого ожидаешь, эта любовь приносит в твою жизнь чудеса». Их послание было простым, но глубоким. Любовь имеет силу исцелять, направлять и вдохновлять, даже когда кажется, что вся надежда потеряна. Это была не только любовь между ними как родителями, которая сыграла решающую роль. Это была также любовь щенка, молчаливого, преданного спутника, который никогда не сдался в борьбе за их сына, даже тогда, когда это сделал мир. В мире, полном неопределенности, их история стала доказательством невероятного влияния, которое любовь, будь то от семьи, питомца или даже незнакомца, может оказать на жизнь. История Ляма и Макса — это не только рассказ о чудесном восстановлении ребенка. Это рассказ о силе любви, о негласной связи между людьми и животными, о глубоких и неожиданных путях, которыми жизнь может нас удивить. Для каждого, кто услышал эту историю, в ней есть глубокий урок. В нашей повседневной жизни мы часто сталкиваемся с трудностями, которые кажутся непреодолимыми, будь то личные проблемы, проблемы со здоровьем или моменты отчаяния. Легко почувствовать себя подавленным, задаться вопросом, станет ли когда-нибудь лучше. Но история Ляма напоминает нам, что иногда чудеса приходят в самых неожиданных формах. Она учит нас, что любовь, будь то от человека или животного, обладает силой исцелять так, как мы не можем до конца понять. Она показывает, что, открывая свое сердце другим, проявляя доброту, эмпатию и поддержку, мы приглашаем чудеса в свою жизнь, какими бы маленькими они ни казались. Если вас тронуло этому видео, и поделиться им с друзьями и семьей, которым тоже может понадобиться вдохновение и надежда сегодня. И обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить больше душевных историй, таких как эта. Вместе мы можем создать сообщество, которое ценит любовь, исцеление и чудеса. Помните, чтобы вы не переживали, любовь имеет силу изменить вашу жизнь. Продолжайте верить в чудо, которое, возможно, уже ждет вас за углом.